Мы часто перечисляем все плохое, что есть в нашем обществе и в государстве. Даем хорошие призывы, что это надо поменять, но не хотим сказать, как. И тогда все это повисает в воздухе. Конечно, это нетерпимо, чтобы у кого-то доходы были миллионы в день, там, или, я помню, Артихов был директором ВАЗа и выписал себе премию 1,5 миллиарда. Ну что это за премия? 1,5 миллиарда рублей. Это же бессовестный человек только может сделать. Но, наверное, мы же должны были как-то это регламентировать. Здесь какой-то потолок дать любой премии и любой зарплате. Это уже было бы ограничением. С другой стороны, когда мы призываем к социальному равенству, справедливости, это хорошо. Но ведь при советской власти была эта справедливость. Мы все жили в двухкомнатной квартире. Кто-то в бараке, кто-то в пятикомнатной. Берем посередине. Машины не было ни у кого. Потому что у кого было, это 5% населения. За границу мы не ездили. В магазинах были товары, но очень скудный выбор. Хотя бы размер свой найти. Размер. Выбора другого не было. И мы согласны были. Но часть людей-то не согласна. Что же, всю свою жизнь положить, чтобы вот толкаться на кухне, туалет, боком ходить, вас 3-4 человека в квартире в этой. И во дворе там бабушки стоят, сплетничают у входа в подъезд. Все. И к праздникам сеточка с набором консерв разрешают там. Кое-кому, не всем. Люди устали от такого равенства. Поэтому, кроме внешнего воздействия, возникло желание у начальников, не у простого народа. Директор завода, секретарь райкома, там, директор школы и так далее. Они хотели жить по-другому, хотя бы чуть-чуть лучше. Они не хотели становиться олигархами. Но мы по-русски все делаем. Или тотальное равенство, с которым, в принципе, были согласны люди. Но начальники были не согласны. Что, перестройку народ потребовал? Горбачев понял, что элита неуправляемая. Надо ей что-то дать. Вот дали, кооперативы давайте, там, оборотные деньги, давайте эти вот всякие предприятия, творчество, молодежь. То есть самая первая ошибка – дали в руки деньги. Зачем деньги давали? Нужно было все по безналу делать. Давать больше прав, но все расчеты по безналу. Зачем банки создавали другие? Госбанк был, Стройбанк был, там 3 банка всего было. 5 было, все. А сегодня 500, наверное. И больше, может быть. Сейчас закрывают. Открывают, закрывают. Понимают, что большинство банков прачечное. Поэтому ошибки у нас общие. Вот на воскресенье марш. Марш мира назвали. А какой мир, когда там практически все к войне было сформулировано? Им Россия не нравится, руководство не нравится. Все у них флаги правого сектора с Украины. Если можно, чтобы нацистские флаги в Германии несли бы во Франции. Что французы сказали? Вы что вообще? И все лозунги были чудовищные, так сказать. Оскорбительные были лозунги. Конечно, там были просто люди, которые устали, недовольны. Любой марш, любой митинг – это любопытных 70%. Я сам ходил на все мероприятия. Мне близко не нужна была Новодворская, и кто начинал. Но было интересно. Никаких митингов не было, вдруг можно. Идешь, смотришь, и таких большинство. Тем более они хорошо объявляют. День и ночь объявляли они на «Эхо Москвы». Приходите, приходите, приходите. Когда митинг ЛДПР за деньги не хотят объявлять. А когда приводим 15 тысяч, скрывают информацию. А своим увеличивают 3 раза. Было 10, скажут 30. Было 20, скажут 60. Они сами совершают ошибки. Они сами не хотят, чтобы мы им поверили. Потому что это не демократия, это не патриоты шли. Вчера я назвал, что часть из них это больные люди. Я не имел в виду, что больные физически. Больные ненавистью к собственной стране. И такие есть в каждой стране. В каждой стране миллионы могут выйти, сжечь машины, магазины и убивать. Потому что нету нигде социального порядка и удовлетворения жизнью. Много людей в заключении находятся. Выходят, они должны себя реабилитировать. Многие неудачники на работе. Ведь там, посмотрите, возраст, я фотографии присмотрелся. Молодежи нету. И старшего поколения нету. Идет средний возраст. 40-45 неудачники. Все, ничего нету. Карьеры нет, ничего не получится. Разведенные, лишенные жилья, какие-то там разделы имущества. Ничего этого человека нет. Вот идти бунтовать на улицу.
Это естественный выход. Это протест личности. Но поворачивается протест против страны. Получается, что они выступают против того, что мы выступаем в защиту русских на Украине. Это же чудовищно. Это их ошибка, политическая ошибка. Если там были учителя, и они поддерживают такие лозунги, оскорбительные, антигосударственные, пожалуйста, можно критиковать правительство. Обязательно, критикуйте. Я вчера здесь, в малом зале, я критиковал министра экономики, финансов и Центральный банк. И жестче критиковал, чем они, на марше. Но я критиковал за конкретные действия в экономике. Я не Россию критиковал, не русский народ, не нашу культуру. То есть это же можно, но во что повернуть все эти действия? С чего началось Майдан? Против коррупции хорошо, а чем кончилось? Фашистским ночным переворотом. Сейчас американцы бомбят некоторые территории Сирии. Им Совет Безопасности дал разрешение бомбить чужую территорию. Турки периодически вводили войска на территорию Сирии или Ирака. Кто дал право? Никто. Значит, какие-то страны могут совершать разбойные рейды куда угодно. Это считается пресечение там каких-то террористических действий. А здесь, когда сами жители хотят себя защитить, это считается сепаратизм. А в Шотландии не сепаратизм. Что, в Донбассе взялись за оружие? Стали убивать людей, потом не стали себя защищать. Это было бы чудовищно, чтобы русские не взялись за оружие в Новороссии. Что же, сами себя хотят самоуничтожения, что ли? Если бы Лондон стал применять против Шотландии те же действия, что Киев против Донбасса, шотландцы тоже бы вооружились и правильно сделали. Это вина в столице. Киев виноват во всех этих действиях. И несколько лет назад русские вообще просили одно: не трогайте русский язык. Что это за издевательство? Русским запрещают говорить по-русски. Я уже не раз приводил пример, когда в некоторых организациях запрещено говорить по-русски, а во время обеденного перерыва тоже нельзя говорить по-русски. И штраф, условно, там $50. Это что такое вообще? Это хуже, чем при Гитлере. И что, люди должны соглашаться с этим? Это же накапливается противоречие 23 года, с 91 года. Крым у них был как колония, там ведь все разрушено. Почему? Потому что они ничего не вкладывали, они понимали, что это не их территория. Как и Новороссия, туда тоже было меньше вложений. В основном в Киев, как у нас в Москву, стараются больше вложить. И западные регионы, наиболее близкие по духу, как у нас Петербург. У нас хорошо живет 2 города. И тоже выходят с протестами. Значит, не все хорошо. Нашей интеллигенции нужно больше. Посмотрите эту реплику Гонопольского сегодня утром «Эхо Москвы». Но это Геббельс мягче говорил о России. Геббельс, враг России, его формулировки, его эти вот всякого рода пропагандистские материалы звучали чуть-чуть лучше, чем Гонопольский, представляющий ту нацию, которую Геббельс уничтожал. Он кого позорит сегодня Гонопольский? Еврейский народ позорит. Он с таким же фашистским языком говорил про Россию и про русских. И он забыл Холокост, сколько их погибло, просто потому что они евреи. Теперь для него русские евреи. Теперь он, еврей Гонопольский, будет мечтать уничтожить русский народ, который ему не подходит. Ему нужна Америка и все возможности, которые дает Америка своим агентам. Они уже позвал новый посол США. С чего он начал? Позвал в себе опять тот же набор оппозиционеров. Случайно там Марков оказался. Для видимости он разбавил оппозицию. Вот есть немножко и проправительственные политологи. Марков пришел с ленточкой георгиевской. Так Альбац на него так стал оскорблять, словно он вообще пришел с нацистскими какими-то обозначениями. То есть для них, для наших демократов, все, что связано с советской властью, с нашими победами, это хуже, чем в Германии нацистские различные атрибуты. Это что такое вообще? И это государственное радио. Чем у нас занимается Комитет по информационной политике? Я буду выступать сейчас по поводу снятия с должности Митрофанова и поподробнее остановлюсь на работе этого комитета. Поэтому здесь есть, конечно, общее недовольство. Когда сверхбогатые появились, я не знаю, на что они деньги тратят. Вы понимаете, что эти деньги не истратить ни на что невозможно. Да если они уедут туда, не на что тратить. Миллиарды и миллиарды. Все стоит 2-3 миллиона. А куда все эти миллиарды пойдут? Люди просто не понимают. Это все от советской равноправия. Так они устали, что уравниловка, теперь давай хапать, хапать и хапать.
Поэтому социальный протест обоснован, против богатых настроения плохие, согласен, но поворачивают против России и готовят нам Майдан. Здесь, вот это болотное. Поэтому мы должны быть бдительны и вовремя пресечь их деятельность. Спасибо.